Я думаю, что в принципе технологии сложно рассматривать исключительно с позиции музея. Я думаю, что та абсолютная революция, которая произошла в нашем сознании с появлением информационных технологий, и значение которых, на мой взгляд, недооценено ни на каком уровне и никем, эта революция на самом деле сыграет, я думаю, в ближайшее время особую роль, в принципе, в том, как мы все думаем, что, собственно говоря, уже играет, как мы думаем, как мы накапливаем информацию, как мы ее распределяем. В данном случае я абсолютная поклонница, хоть и противоречивого, но чрезвычайно интересного мыслителя Маршала Маклюэна, который говорил, что средство передачи информации является, собственно говоря, средством для ее распространения, то есть и связывал, в принципе, развитие многих исторических процессов именно с появлением письменности, алфавита и так далее. В чем я вижу основную проблему противоречия, и что, может быть, в какой-то момент не совсем было мне понятно, когда все начиналось. Дело в том, что, пожалуй, вот основной разрыв, основное противоречие, основной катарсис для меня в этом процессе находится вот на каком отрезке. Когда мы начинали, мы были людьми Гутенберга, гутенберговской эпохи, которые получили удобный инструмент для систематизации собственных знаний. Нынешнее поколение, которое начинает пользоваться информацией, не имеет наших когнитивных слоев. Они совершенно иначе развиваются. У них абсолютно другое когнитивное формирование. И, к сожалению, то, что происходит с ними, представляет из себя не попытка впитать в себя информацию, а попытка защититься от слишком большого количества информации. То есть, если мы были, по сути, губками, которые пытались впитать все, они выстраивают систему барьеров, потому что действительно информации столько, и она настолько агрессивна, особенно коммерческая ее часть, что, естественно, пользователь и молодой человек, выстраивая свои какие-то, так сказать, сложные когнитивные пути и находясь на пути эмоционального, интеллектуального развития, безусловно, он выбирает наиболее эффективный какой-то путь. К сожалению, этот путь сейчас оказывается именно в ограничительных каких-то механизмах. И в этом смысле те, кто ругают молодежь, на мой взгляд, не совсем понимают просто вот этот огромный инверсивный переворот, который получился на вот этом стыке информационных технологий и чисто каких-то воспитательных, образовательных технологий. Что с этим делать, я не очень хорошо представляю. На мой взгляд, это сейчас очень сложная проблема. Но если все-таки попытаться вернуться к вашему вопросу, думаю, что то, о чем мы мечтали и что мы мыслили, скажем, 15 лет назад, в общем, произошло. Мы имеем информационные технологии, в которых много света, звука, музыки, видео. Мы научились делать, по сути, компьютерные информационные среды, погружать в них людей. Ну, у кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Но так или иначе, все это получилось. Что касается музея, то мне кажется, что наша задача, вот сейчас, как мне уже это кажется, это не уходить, не трансформироваться исключительно в такую вот визуально-графическую среду, приспособленную исключительно для целей невзыскательного пользователя, который просто придет и вот что-то такое увидит и унесет на каком-то таком, самом примитивном уровне. Я бы все-таки хотела, чтобы наши информационные музейные системы попытались выполнить свою главную задачу. Вот я ее вижу такой.
попытаться максимально инкорпорировать, максимально в себя вместить ту огромную массу знаний, которая накоплена музейными институциями за, в общем, столетия их существования. Потому что ни для кого не секрет, что основное музейное знание находится в голове музейного работника. И вот наша задача сделать так, чтобы это знание каким-то образом передалось, транслировалось, трансформировалось в некую систему информационных блоков, которые будут сохранены и будут передаваться далее. Потому что как информация о музейном предмете, так и целые области знания, в том числе этнографического, они, я считаю, до сих пор крайне ограниченно представлены в реальном информационном пространстве. И вот найти эти мосты, эти технологии, выстроить подобные переходы, вот, мне кажется, это очень сложная, очень важная и пока что не очень эффективно осуществляемая задача. Ну а то, что, так сказать, нужно привлекать посетителей всеми красотами современных медиа, да, наверное, надо. В этом смысле Маклюэн, опять же, тоже был прав, что компьютер — это, в общем, внешнее расширение человека. Наверное, на этом пути мы все сейчас находимся, и, в общем, этот вектор абсолютно угадываемый. От компьютеров настольных мы переходим к носимым мобильным устройствам. Очевидно совершенно, что очень скоро эти устройства переселятся в нас. Очевидно совершенно, что они срастутся с определенными персонализованными данными, в том числе и физиологического характера. Есть прогнозы достаточно страшные относительно того, как селективно будут работать компьютерные технологии и как, так сказать, отсеиваться будут люди по разным признакам. Да, такие угрозы существуют, и бояться их следует. В этом смысле мне теперь понятны тревоги академика Сахарова, который с энтузиазмом делал ударную бомбу, а к концу жизни осознал, что же на самом деле он родил. В этом смысле мы тоже ответственны за то, что мы родили. Поэтому здесь позиция общества, позиция нравственная какая-то, тоже очень важна для оценки того, что происходит с информационными технологиями, как мощнейшим инструментом. Угрозы, которые существуют в данном случае и в музейном сообществе, определенной недостатка, неполноты, односторонности интерпретации тех сведений, которые попадают в наши информационные сети, это тоже очень серьезная угроза. Особенно она стала видна и ясна с мощным развитием социальных сетей, с процессами абсолютной либерализации выражения общественного мнения, его индивидуализации, и все попытки, которые сейчас происходят, как-то там это канализировать, регламентировать, на мой взгляд, абсолютно обречены на провал, потому что это просто противоречит самой сути технологических изменений, которые происходят. Вот. Но, тем не менее, ответственность за позицию музейного сообщества в этом смысле ни в коем случае нельзя преуменьшать. Мы, безусловно, эту ответственность несем. И я думаю, что именно максимально полное отражение всего происходящего в музее и нахождение для этого нужных информационных потоков, сетей, каких-то блоков, систем и постоянное их расширение. Я думаю, что вот обязанность музея впитывать, сохранять и передавать тот информационный поток, который музей генерирует. Как относительно собственных коллекций, так и относительно всей той жизни, которая происходит в музее. Жизни научного коллектива, хранительского коллектива, жизни посетителей в музее.
Это все важнейшие данные, важнейшие сведения, которые, на мой взгляд, должны быть зафиксированы и самым бережным образом сохранены и переданы дальше.